Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами свяжем символ 2024 года дракошу. Для вязания нам с вами понадобится пряжа пехорка детская новинка цвет экзотика, цвет желток, совсем немного белого, это Yarn Art Baby, крючок 3 мм, игла с широким ушком, глазки на безопасном креплении 6 мм, ножницы и наполнитель холофайбер. Вязание начинаем с кольца амигуруми, и в него мы провязываем 6 столбиков без накида. Затягиваем кольцо и во втором ряду вяжем 6 прибавок. То есть в каждую петлю предыдущего ряда мы провязываем 2 столбика без накида. В третьем ряду мы с вами вяжем 1 столбик без накида, прибавка. Комбинацию повторяем 6 раз. В четвертом ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. В пятом ряду вяжем 3 столбика без накида, прибавка. Также 6 раз. И в шестом ряду вяжем 4 столбика без накида, прибавка. 6 раз повторяем эту комбинацию. Теперь от начала ряда отсчитываем 18 столбиков без накида. Складываем полотно пополам и в 18-ю петлю делаем столбик без накида. Продолжаем вязание и начинаем вязать голову. С 7 по 8 ряд вяжем 18 столбиков без накида. В девятом ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. Десятый ряд вяжем без изменений 24 столбика без накида. В 11 ряду вяжем 3 столбика без накида, прибавка. Также повторяем 6 раз. Теперь с 12 по 16 ряд вяжем без изменений 30 столбиков без накида. В 17 ряду вяжем 4 столбика без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. В 18 ряду вяжем 5 столбиков без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. Теперь с 19 по 22 ряд вяжем без изменений 42 столбика без накида. В конце 22 ряда нам нужно с вами оказаться посередине полотна. Вяжем 14 столбиков без накида. Теперь мы сделаем ноздри из пышных столбиков. Делаем накид на крючок, в следующую петлю его вводим, захватываем рабочую нить и вытаскиваем. Затем снова делаем накид, в эту же петлю вводим крючок, захватываем рабочую нить и вытаскиваем. И в третий раз делаем то же самое. Захватываем рабочую нить и протаскиваем ее через все петли на крючке. И начиная со следующей петли вяжем 12 столбиков без накида. Это первая, теперь вторая. Теперь вывязываем вторую такую же ноздрю, то есть пышный столбик из 3 столбиков с одним накидом. И начиная со следующей петли вяжем 14 столбиков без накида до конца ряда. Пышные столбики нужно немного распушить, чтобы они были выпуклыми, это ведь ноздри. В 24 ряду вяжем 5 столбиков без накида, убавка. Комбинацию повторяем 6 раз. Все последующие ряды мы будем вязать с убавками, поэтому в каждом ряду будем повторять комбинацию 6 раз. В 25 ряду вяжем 4 столбика без накида, убавка. Периодически наполняем нашу голову холофайбером.
В 26 ряду вяжем 3 столбика без накида, убавка. Хорошо затягивайте петли, чтобы у нас не образовались отверстия на готовые игрушки. В 27 ряду вяжем 2 столбика без накида, убавка. В 28 ряду вяжем 1 столбик без накида, убавка. Теперь полностью наполняем голову. И в 29 ряду вяжем 6 убавок. Вытягиваем рабочую нить, отрезаем и достаем. Теперь нам нужно стянуть оставшиеся отверстия. Оно у нас из 6 петель. Вводим иглу под каждую переднюю стенку петли и пока совсем не затягивайте. И только когда мы провели иглу через последнюю, шестую переднюю стенку петли, аккуратно стягиваем отверстие. Делаем узелок. Вводим иглу в середину нашего оставшегося отверстия, оно совсем небольшое, и выводим в любом другом месте. Таким образом узелок прячется. Теперь вводим иглу в то же отверстие и снова в любом другом месте ее выводим. Немного натянув нить, отрезаем. Голову мы связали, теперь свяжем туловище. Делаем петельку. Вводим крючок в начало ряда и протаскиваем нашу петлю. Делаем воздушную петлю и теперь с 1 по 7 ряд вяжем 18 столбиков без накида. Оставшиеся отверстия мы закроем в конце. В 8 ряду мы вяжем 2 столбика без накида, прибавка. Сейчас мы будем вязать ряды с прибавками, поэтому в каждом ряду комбинацию провязываем 6 раз. В 9 ряду мы вяжем 3 столбика без накида, прибавка. В 10 ряду вяжем 4 столбика без накида, прибавка. И в 11 ряду вяжем 5 столбиков без накида, прибавка. Теперь с 12 по 17 ряд мы вяжем без изменений 42 столбика без накида. Наполняем холофайбером, особенно в шее. Через отверстие можно немножко протолкнуть холофайбер к голове. В 18 ряду вяжем 6 столбиков без накида, прибавка. И теперь с 19 по 22 ряд вяжем без изменений 48 столбиков без накида. В 23 ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка. Комбинацию эту повторяем 3 раза. Затем вяжем 30 столбиков без накида. И теперь снова вяжем 2 столбика без накида, прибавка. Комбинацию повторяем снова 3 раза. В конце у нас остался один непровязанный столбик, его мы просто провязываем столбиком без накида. Теперь с 24 по 29 ряд вяжем без изменений 54 столбика без накида. Теперь мы вяжем ряды с убавками, поэтому комбинацию в каждом ряду провязываем 6 раз. В 30 ряду вяжем 7 столбиков без накида, убавка. В 31 ряду вяжем 6 столбиков без накида, убавка. В 32 ряду вяжем 5 столбиков без накида, убавка.
По ходу вязания наполняйте игрушку холофайбером. В 33 ряду вяжем 4 столбика без накида, убавка. Также потуже затягивайте петли, чтобы не образовались отверстия. В 34 ряду вяжем 3 столбика без накида, убавка. В 35 ряду 2 столбика без накида, убавка. В 36 ряду вяжем 1 столбик без накида, убавка. И в последнем 37 ряду вяжем 6 убавок. В конце стягиваем отверстие так же, как на голове. Теперь свяжем хвост. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Затягиваем кольцо и во втором ряду вяжем 6 прибавок. Теперь с 3 по 5 ряд вяжем без изменений 12 столбиков без накида. В 6 ряду вяжем 1 столбик без накида, прибавка, повторяем 6 раз. Далее с 7 по 9 ряд вяжем без изменений 18 столбиков без накида. В 10 ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка, также повторяем 6 раз. И с 11 по 12 ряд вяжем без изменений 24 столбика без накида. В конце делаем соединительную петлю и оставляем нить для пришивания. Теперь свяжем ножки. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Затягиваем кольцо и во втором ряду вяжем 6 прибавок. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, прибавка, повторяем 6 раз. Теперь вывяжем пальчики. Весь ряд мы вяжем за заднюю стенку петли. Они вяжутся точно так же, как мы вязали ноздри. То есть нам нужно связать 4 пышных столбика из 3 столбиков с накидом, между которыми будет 1 столбик без накида. Вот мы сделали первый пышный столбик. Теперь мы с вами вяжем за заднюю стенку петли столбик без накида. Начинаем вязать второй пышный столбик, после которого снова будет 1 столбик без накида. Таким образом нам нужно будет еще с вами связать 2 пышных столбика. И теперь мы вяжем до конца ряда 10 столбиков без накида. 10 столбик без накида мы провязываем не до конца. Меняем цвет на основной зеленый. И теперь с 5 по 18 ряд мы вяжем без изменений 18 столбиков без накида. Все лишние ниточки мы отрезаем. Также распушаем пальчики. И в конце набиваем ножку холофайбером, но не до конца, поскольку мы будем складывать ножку и сшивать две стороны вместе. Мне пришлось немного распустить вязание, чтобы вышло сложить четко пополам. И теперь сшиваем две стороны вместе. У нас получится 9 столбиков без накида. В конце делаем воздушную петлю и оставляем нить для пришивания. Вторую такую же ножку свяжите самостоятельно. Теперь свяжем ручки, они вяжутся по такому же принципу. В кольцо амигуруми вяжем 6 столбиков без накида. Затягиваем кольцо и во втором ряду вяжем 6 прибавок. У ручек мы будем в третьем ряду вывязывать пальчики. Делаем накид, за заднюю стенку следующей петли вводим крючок, достаем рабочую нить. И второй раз делаем накид, вводим крючок и вытаскиваем рабочую нить. Протаскиваем ее через все петли на крючке. У ручек делаем 3 пышных столбика из 2 столбиков с одним накидом, между которыми 1 столбик без накида. И затем до конца ряда вяжем 6 столбиков без накида. Также меняем цвет на зеленый основной. И с 4 по 15 ряд вяжем без изменений 12 столбиков без накида.
Также не до конца наполняем холофайбером и сшиваем две стороны вместе. У нас получится 6 столбиков без накида. Теперь свяжем ушки. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Затягиваем кольцо и во втором ряду вяжем 6 прибавок. В следующем третьем ряду вяжем без изменений 12 столбиков без накида. Затем складываем пополам и сшиваем две стороны вместе. У нас получится 6 столбиков без накида. И затем снова складываем пополам и сшиваем две стороны вместе. Получится 3 столбика без накида. В конце делаем воздушную петлю и оставляем нить для пришивания. На одном ушке оставляйте нить подлиннее. Вяжем глаза. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Затягиваем кольцо и во втором ряду вяжем 6 прибавок. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. И в последнем четвертом ряду вяжем без изменений 18 столбиков без накида. В конце делаем соединительный столбик и оставляем нить для пришивания. Вставляем глаз, фиксируем заглушкой, и для прочности и удобства я еще делаю так. Будьте осторожны, поджигаю ножку глаза, даю немного расплавиться и прижимаю ножницами. Свяжем крылья. В концу амигуруми вяжем 6 столбиков без накида. Затягиваем кольцо и во втором ряду вяжем 6 прибавок. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, прибавка. В четвертом ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка. И в пятом ряду вяжем 3 столбика без накида, прибавка. Последнюю прибавку провязываем не до конца, меняем цвет на зеленый, делаем воздушную петлю, складываем деталь пополам. Желтую нить вытаскиваем наружу, она нам пригодится для пришивания. Теперь вводим крючок в ту же петлю, симметрично на противоположной стороне, захватываем рабочую нить и провязываем соединительный столбик. Делаем воздушную петлю и сшиваем следующие 2 петли соединительным столбиком. Вяжем таким образом до конца ряда. В конце делаем воздушную петлю и оставляем небольшую нить. Желтую нить отрезаем подлиннее, она нам пригодится для пришивания. Второе такое же крылышко освяжите самостоятельно. Зеленую нить прячем внутри крылышка. Пришиваем руки, захватывая петлю на туловище, затем захватывая петлю на ручке. Делаем узелок и прячем нить. Пришиваем хвостик не до конца, наполняем холофайбером и заканчиваем пришивание. Также пришиваем ножку, но в конце дополнительно пришиваем внутреннюю часть к туловищу, для того, чтобы ножки не раскрывались и дракончик сидел. Пришиваем глазки, ушки пришиваем за одну стенку петли. У какого-то ушка это будет передняя стенка, у какого-то задняя. Теперь вводим иглу в то же место и выводим ее на шее. Будем закрывать оставшиеся отверстия. Вводим крючок на макушке, через петлю выводим и пропускаем желтую нить. Делаем воздушную петлю. Затем в то же место вводим крючок, выводим через следующую петлю. Таким образом набираем петли до самого хвостика.
Набрали петли, теперь переворачиваем вязание, воздушных петель не делаем, делаем накид на крючок и во вторую петлю от крючка вяжем 5 столбиков с одним накидом. Затем снова пропускаем одну петлю, во вторую провязываем соединительный столбик. Снова делаем накид, пропускаем одну петлю, во вторую вяжем 5 столбиков с одним накидом. Таким образом вяжем до конца ряда. В конце я делаю соединительный столбик в первую петлю, делаю воздушную петлю и достаю и прячу нить в вязании. Пришиваем крылышки, также захватывая петли на туловище, а затем на самом крылышке. Всем спасибо за работу, вы большие молодцы! Если у вас возникнут вопросы, вы можете задать их в комментариях. С наступающим Новым годом, дорогие друзья!